Говорят, значит, недалекая какая-то пробраться пыталась в город. Кричала, что церковь украла у нее что-то. Этот кто-то может быть мне интересен. Кажется, наконец-то пора вернуться в тот лес. Что происходит? Здравствуйте. А! Господи, бога ради, бога ради, бога ради! За что? Обалдеть, улучшение на улучшении. Предыдущая серия определенно самая дорогая серия за весь этот сезон. Первое, появился замок GDH. Второе, построен дом для алхимика Беренгария. Третье, улучшена шахта до 2-го уровня. И, наконец, четвертое, создан фонтан жизни. У меня теперь фиал жизненной силы на 4 использования. Приятненько. Напомню, наш персонаж наконец-то задался крутыми вопросами. Что такое спарки, что такое скинт и что такое искра. Узнав это, мы наконец-то приблизимся к хронологии мироходцев и узнаем тайну их зарождения. Может быть, это реально просто паразиты какие-то. Короче, давайте выяснять. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в сердце вселенной. Сезон, в котором мы наконец-то задали важные вопросы. Появление искры, зарождение мироходцев, какие-то спарки, женский голос, именующий себя началом. Все это про мироходцев. А так как мы давно хотим узнать, кто такие мироходцы и откуда они взялись, данные вопросы просто, не знаю, категорически запрещено игнорировать. У нас даже задание появилось. Искры, спарки, 3 скинта. Узнать, что такое спарки, скинт, искра. Для понимания всей этой запутанной истории Архея. Дамы и господа, в этот раз я не тупой. Я создаю железную кирку и уже в самом начале добываю руду, чтобы потом она успела зарегенерироваться, восстановиться и все такое. Здрасте, уголь. Здрасте, редстоун. И все. То, что можно было добыть, добыто. У нас сколько? 4 рудного железа, немного редстоуна и 14 рудной меди. Окей. Обязательно все ненужное убираем и пойдем с кем-нибудь поболтаем. Да. Шо? О, да ладно. Да ладно, опять GDH. Вы что, серьезно? О, и у Джона появилась какая-то штука. Техники GDH плюс 10. Нифига себе прокачка. Так, и что же она делает? Ну-ка. Я нажимаю... Оу! Так, это я понял, я могу драться. Вообще, я, конечно, понимал, что рано или поздно мне придется снова поиграть за GDH, но не настолько же рано, черт возьми. А, и, кстати, вот этот парень, он так похож на Реджи, который, знаете, на воротах стоял и открывал двери. Это он, что? Ты вообще слыхала, а? Слыхала? Та полоумная, она же... Так это все-таки правда! Не перебивай меня. Ой, прости, пожалуйста. Просто слухи слухами, но много мне не удалось узнать. Сам понимаешь, любопытно же. Ну так, блин, если тебе любопытно, то стой и слушай. Молча слушай. Да, прости. Короче, прихожу я на смену, значит, на караул. А там стоят эти служители, значит, и шушукаются. Говорят, значит, недалекая какая-то пробраться пыталась в город. Но ее на воротах-то, значит, и не пустили. Кричала, что церковь украла у нее что-то. Якобы. О, и что? Что дальше? Ты что, издеваешься? Я говорю, не перебивай. Так вот, ее развернули, значит, конечно, да обратно отправили. Служители шептали, что это какая-то полоумная девка. Она, типа, в Мариборе живет. Ну кто нормально в лесу торчать будет, а? О, никто, конечно. Вот ж, кто, блин? Все знают, что город — это самое безопасное место. Самому жить — гиблое дело. Даже эти охотники, знают это. Гнуло их раздери. Ой-ой-ой, странная эта девушка какая-то. А разве церковь могла у нее что-нибудь украсть? Да и если бы и могла, то это не кража. Все, что церковь забирает, идет на благо всем нам. Я так ж думаю. Вот только в эту историю я не верю. Стала бы церковь что-то у полоумных одиночек отнимать. Нет, конечно не стала бы. Я о том же. Хотя, если слухи не врут, и она и правда выживает в лесу одна, наверное, я бы тоже в одиночестве с катушек слетел. Ай-яй-яй, бедняжечка. Ты чё, блин, с ума сошла, какая на тебя бедняжка? Если посмел обвинять церковь, то наверняка еретичка. Да, точно, еретичка. Прости. А вдруг она с охотниками водилась, поэтому и выжила? Ой, ужас какой! Тогда она даже сумасшедшая, точно сумасшедшая!
А я-то о чем? О, боги. Какие же жители этого города унылые и глупые. И разговоры у них унылые, и одежда. Вот вроде бы мир, полный монстров, загадок, хаоса, магии. А для них какая-то женщина в лесу — это уже событие. Да. Если бы я знал, что здесь будет настолько удрученно, не стал бы тратить столько времени и сил, чтобы попасть сюда. Но все же в одном я с этим отребьем согласен. Если кто-то выбирает жить в опасности среди монстров, лишь бы не жить среди этих заурядностей, этот кто-то может быть мне интересен. Кажется, наконец-то пора вернуться в тот лес. Что? Лес? Задание там леший бродит обновлено. Какой лес? Марибор? Или как оно там говорилось? Погоди. Так, переместиться. Да, лес Марибор, старая вырубка. Вау, смотри, какая красота. Но прежде чем куда-то телепортироваться, задание. Идти в лес Марибор, отыскать полоумную одиночку. Да, лучший метод собрать антропологические, дворфологические, эльфологические и прочие логические данные, включенное и не включенное наблюдение. Но черт! Как же я ненавижу наблюдать за этими заурядностями. Как же хорошо, что в этот раз наблюдение хотя бы принесло плоды. Я узнал о некой даме, которая добровольно живет в лесу, предпочитая природу тем жалким плодам цивилизации. Надо бы посмотреть на нее. Окей, да, это на самом деле интересно. Я думал, что только охотники выбирают жить где-то за городом. Точнее, нет, охотники не то чтобы выбирают, их скорее выгоняют и презирают. А эта женщина, получается, отказалась добровольно? Переместиться, старая вырубка, переместиться. Ай, как же меня бесит, когда нет толкового плана. Сейчас нет никаких зацепок, как искать эту непонятную неизвестную. А еще этот дурак Лолошка смотрит на меня с такой надеждой, как будто я сейчас все объясню. Хотя я с самого начала сказал, что понятия не имею, что нас ждет. Ладно бы при этом моя магия не слабела с каждой секундой. Я же почти физически ощущаю, как то, чему я столько лет учился, просто тает, исчезает, испаряется, черт возьми. Как я надеюсь, что эта чокнутая в лесу наведет меня на новую идею. Даст хоть какую-то информацию. Может быть, хоть какой-нибудь план. Или хотя бы глоток свежего воздуха. Да хоть что-нибудь. Вдобавок, если церковь выкрала у нее что-нибудь важное, это можно использовать в своих целях. На крайний случай можно будет спихнуть на Лолошку. В смысле? Я все слышу. GDH! Не говори такие слова. Этот дурачок любит всяким помогать. Но сделаю я это только в случае потенциальной выгоды. Спихнуть значит соврать. Но GDH, ты же никогда не врешь. Или только в случае потенциальной выгоды ты это делаешь. Так, погоди, а в итоге где я? Что я? Смотри, тут реально что-то есть. Здравствуйте. Так, кто-то питается редиской и гнилой плотью. Приветствую. Здесь кто-нибудь есть? Так, это... А мне сюда? Смотри, тут завалено. Это перекрытый проход огромным-огромным деревом. Так, получается, мне либо туда, либо погоди. На Скинте была вот такая картинка с домиками, с какой-то деревушкой. То есть, получается, это прямо рядом со Скинтом и... вот оно. О, господи. Тихо, не надо. Походу, я иду правильно. Оу. Здравствуйте. Здесь, ну, хотя бы кто-нибудь жил? Нет, походу никого нет. Ладно, честно признаться, я не совсем понимаю, куда мне нужно идти. Ух. Да, клининг бы здесь явно не помешал. Это точно лес, а не кладбище домашних животных. Хотя стоп. Больших домашних животных? О, кстати! Ты погляди, какие огромные кости, реально! Тут же, получается, огромное чудище умерло. Но, судя по паутине, умерло оно очень давно. Нет никакой плоти, нет кусков мяса, только кости. Да! Ого! Действительно, ого. Так, ладно, капканы здесь кто-то расставился. Ой. Что происходит? Здравствуйте. Господи, бога ради, бога ради, бога! За что? Почему сразу драка? На ровном месте просто, дамочка, успокойтесь. Так, ладно, ну, по крайней мере, я понимаю, что надо правильно идти. То есть я правильно иду. Так, дамочка, получайте. Ты боевая, погляжу. Так, GDH, это я тобой управляю, а не ты сам собой. Так что... Не похоже на сумасшедшую. Нравится. А тебе, я смотрю, все нормально, да, GDH?
Так, о, так, ладно, кулаками. Дерешься неплохо, но я лучше. Ты сносишь ей буквально по Эй, одному. красотка, побереги силы. Так, подожди, ладно, я понял, техники GDH сносят куда больше. Успокойся, я тебе не враг, дамочка. О, GDH все-таки могут задеть. Ты Так, правда не похожа на сумасшедшую, давай поговорим. так, ладно, сколько я ей снес уже? Боже, сколько я ей снес, у меня половина хп. Срочно фиал жизненной силы. Не, я, конечно, понимаю, что GDH крутой и все такое, но он же слабеет. У него с каждым разом все меньше и меньше сил. Интересно, кстати, из-за чего. Так, ладно, хорошо. Еще. Стой, человек! Что забыл здесь? О, ну наконец-то. Я уже начал думать, что мы с тобой и вовсе не поговорим. Это было бы огромным упущением с твоим-то голосочком. Оставь свою лесть при себе! Тьфу, человек! Расизм! Это был расизм! Что ты сейчас сказал? А это не важно. Твои словечки мне голову не запудрят, человек. Эй, дамочка, у меня же вообще-то имя есть. Меня зовут Джо... Молчать! Мне плевать на твое имя. Достаточно того, что ты человек. Ой, да ладно тебе. Заткнись! Говорить будешь только тогда, когда тебя спросят. Эй, но ты, кажется, не совсем поняла расстановку сил. Красотка, я тебе прямо сейчас поддаюсь. Я сказала, заткнись. Нет, теперь говорю я. О, Давай посмотрим на ситуацию объективно. Ты устала, клинок в твоей руке дрожит, дыхание сбилось, в то время как я все еще полон сил. Ну, смекаешь? Что, хочешь продолжать драку, что ли? Ну давай, пожалуйста. Но это совершенно не в твоих интересах. А вот что в твоих интересах, так это чтобы я не пошел в город рассказывать инквизиторам, что у них под боком завелась симпатичная эльфичка. О, что? О, стоп, он реально эльф! Так они же погибли. Да, наконец-то. В другой раз я, может быть, был бы и не против поразвлекаться, но у меня совершенно нет времени на подобные заигрывания. Может быть, сразу к делу, окей? К какому делу? Я слышал, у тебя церковь что-то украла. Что именно? Сомневаюсь, что из-за какой-нибудь ерунды ты бы рискнула сунуться в город. Тебя это не касается. О, да ладно тебе. Мы можем быть полезны друг другу, женщина. Сайриса. Что? Что ты сейчас сказала? Сайриса. Мое имя. О, наконец-то. Тогда самое время представиться и мне. Джон Дэйви Харрис. Мне все еще плевать. О, как грубо. Ну ладно, ладно, закрою на это глаза. Но только потому, что мы можем быть полезны друг другу. Полезный чем? Ты повторил это несколько раз, человек, но я все еще не убеждена. Я знаю, что делают люди. Насмехаются, убивают, отрезают уши ради потехи. Ничего другого я от людей никогда не видела. И после этого ты говоришь мне о помощи друг другу? Смешно. О, да, женщина, я бы с радостью послушал твою трогательную историю, но мы тут так и будем стоять. Знаешь, эти торчащие кости как-то не располагают к дружеской беседе. Привела бы к себе, напоила чаем, угостила конфетками. С чего бы мне вести тебя, человека, к себе домой? Да с того, что твои простецкие ловушки меня попросту не остановят. А еще потому, что я не имею никакого отношения к геноциду твоего народа. О, сколько раз я слышала такое из уст короткоухих. После этой лжи им обычно приходилось совсем расстаться со своими ушами. О, да, конечно. Веди уже. Запомни, одно неверное движение, и я тебе... Да, слушай, ты еще не поняла? Я предпочел, чтобы твой чудесный рот произносил комплименты, а не угрозы. Мне это начинает надоедать. Ой, какой же... ненормальный. Я все слышал. Какая хмурая. Хочешь сказать, у меня есть причины улыбаться? Ну а что, плакать что ли? Если ты продолжишь свою болтовню, то плакать придется тебе. Ой, опять. Слушай, я думал, мы оставили пустые оскорбления и угрозы на той полянке. Нет. Зануда. Заткнись.
И зачем же? Ты раздражаешь. Кстати, насчет этого. Предлагаю усовершенствовать твои ловушки. Если взять несколько небольших брусков и Ты когда-нибудь закрываешь рот? Нет. Так вот, возьмем несколько... Тихо, мы уже пришли. Все, Так, и что же ты сделала? обезвредила ловушку. Вау, ловушки в собственном доме? Да, когда ухожу, возвожу. Прихожу, обезвреживаю. Мне не нужны нежеланные гости. Вау, то есть получается я все-таки желанный? Нет уж, не обольщайся. Ты такой же нежеланный гость в этом доме, как и любой другой человек. Ага, ну прям эльфиечка, ой. Вау, откуда у тебя котики? Ой, какой милый дом, слушай, она тут реально живет одна? Ну? Или ты теперь решил молчать? О, да, точно, не буду молчать. Я, кстати, очень уважаю ловушки в доме. Ты не представляешь, сколько я расставлял их у себя. Хорошо. Ближе к делу. Ладно. Так в итоге, что у тебя там украли, повтори? Я не говорила. Ну, получается, самое время что? Сказать. Нет. Да ты же уже привела меня к себе домой. Мы оба знаем, что ты все равно расскажешь. Что? Не смей решать за меня. Мне не нравится, как ты со мной разговариваешь. Какая злая. Да у тебя сейчас дым из ушей повалит. Но? Что? Дым? Дым? Где дым? Я горю? Ай, какая же ты забавная, а? Это же не буквально. Дым это... Да ты... Да, я, продолжай. Или же можем вернуться к нашему разговору. Что украла церковь, рассказывай. Это какой-то артефакт? Реликт? Древние свитки, книги? Что? Да, это реликвия. Верно, реликвия моего народа. Угу. Зачем она тебе? Ты странный. Что, я? Да, ты. Зачем ты делаешь вид, что ничего не понимаешь? Словно это поможет смыть грех за убийство моих предков твоими. Дамочка, я повторяю еще раз. Я к этому никакого отношения не имею. Даже если ты не убивал лично, это делали твои братья, сестры, отцы и так далее. Ну не, я так не думаю. Я не местный. Нет, это все еще не Да нет, ты не поняла, я не из этого мира. А? Врешь. Никак нет. И чем докажешь? Слушай, я, может быть, бы и продемонстрировал свои способности, но мне лень, я не хочу. Значит, врешь. Я никогда не вру. Забавно слышать это от человека. Да разуй ты уже свои прелестные глазки. Я совсем не похож на местных. И это весь твой аргумент? Откуда я могу знать, что там у вас в головах? Ну так это уже твои проблемы. Что? Твое неверие — это твоя проблема, не моя. Ой, в какой бы мир я ни пошел, везде существует расизм. Несложно догадаться, что было в вашем. Но я, повторяюсь, к этому отношения никакого не имею. Конечно. Людям стыдно признавать свою жестокость. Особенно, когда от их жестокости погиб целый народ. То есть все-таки ты правда последняя? Последнее. Мою сестру убили на моих глазах. Когда убивали родителей, сестра спрятала и растила. А потом забрали ее. Так, подожди, поподробнее. Забрали? Но ты только что сказала, что убили. Убили, когда пытались забрать. А я успела убежать. С тех пор одна. А реликвия — все, что у меня от эльфов осталось. Наручи, украшенные скинтом. Звучит как ценная штуковина. Дело не в цене. Дело в истории. Я не знаю, зачем они им понадобились. И знать не хочу. Погоди, но откуда ты тогда знаешь, что это сделали именно люди? И уж тем более именно церковь. Пойдем. А? Что? У тебя тут комната еще есть. С котиками, Вот. с курочками. Догадалась. Ну и ну. Знаешь, а я ведь с церковью тоже как-то не в ладах.
Может быть, типа, там, поможем друг другу? Что, серьезно? Вдвоем нас быстрее убьют. Меня даже в город не пустили. А эти выродки наверняка спрятали их в... Ой, не скажу. В общем, даже если ты попадешь в город, не факт, что найдешь. Забудь об этом. Без тебя разберусь. Да, отказываться от помощи. Слушай, ты, конечно, симпатичная, но умом точно не блещешь. Что, хочешь помочь? Отлично. Мне нужно проверить охотничьи ловушки. Неподалеку есть пара капканов. Проверь их, и если кто-то из животных попался, приведи ко мне. Сейчас. Возьми. Это поможет их успокоить. Что это? Взять мешочек. Ну-ка, подожди, ты сейчас серьезно? Я тебе что, какой-нибудь погонщик-овец? Ну ты же сам вызвался. Считай это моим тестом. О, ладно, допустим. Задание «Будем друзьями» обновлено. Ничего себе! Эта полоумная оказалась последней выжившей эльфийкой. Ну, по ее словам. Я бы, наверное, не обратил внимания на эту историю, если бы церковь не увлеклась коллекционированием чужих артефактов. Сначала руками моего двойника не добывают весы, теперь вот украли какие-то наручи. У меня складывается подозрение, что это не просто так. Ах, ладно, так и быть. Помогу этой эльфийке. Может быть, это какая-то зацепка. Проверить ловушки поблизости. Ха-ха! Фига себе! GDH мальчик на побегушках. Вот это прикольно. Небольшой мешочек со странным порошком. Успокаивает диких животных. О, прикольно. Эй, человек, иди сюда. Вот, тебе в ту сторону. Я пойду в другую. Если что, встретимся здесь. Хорошо. Так, ладненько. О, батюшки, как... Блин, слушай, у нее там много ловушек. Но, тем не менее, мы находим вот это. Путеводный скин сразу активируем. И, наверное, лучше, кстати, сейчас сразу фиал жизненной силы выпить. Восстановиться. После этого присесть. И, по идее, мы все восстановим, да? То есть фиал жизненной силы сейчас будет полный. Все, встаем. И... Да? Полный. Так, получается, эльфийка, которая нормально не разговаривает, указала мне в эту сторону. Ну окей, капканы. Вы где-то здесь? Здравствуйте. О, да, смотри. О, как, зараженные. Чем это наша эльфичка промышляет? Становится интереснее, мне нравится. Здравствуйте. Вы живые? Вот вам порошок. Или не порошок. Во, освободить. Так, оп. Тихо. Тихо. Вот, пей, пой, ешь. Все? Обалдеть, это что у тебя за порошок такой? Порошок, который может успокоить даже зараженного, это сильно. Это какая-то эльфийская разработка, что ли? В любом случае, он идет со мной и... О, отлично. Обалдеть. А ты их что, кушаешь? Я не понимаю, зачем тебе зараженные монстры? Это что-то новенькое, такого я точно еще не видел. Я надеюсь, она сейчас все объяснит. Капец. Тот, кто не обидит животных, достоин моего внимания. Люди к животным часто жестоки. Можешь считать, что в моих глазах ты поднялся на одну ступенечку. Джон Дэйви Харрис. О, как приятно, так ты все-таки слушала. Конечно, я всегда слушаю. Уши говорят больше, чем глаза. Нет, уши не говорят, как и глаза. Ну да. Это когда ты человек и не умеешь слушать. Ладно, понял. Может, все-таки расскажешь про наручи? Где они лежат? Разве я не доказал свою полезность или типа того? Кстати, а тебе до них какое дело? Да как это какое? Я хочу церкви насолить. Чем они успели тебе не угодить? Да так, небольшая стычка, знаешь ли. Убегал от этих придурков. Да и просто не нравятся они мне. Религия — это глупость, а верующие — идиоты. Ладно, допустим. Я расскажу, но позже. Сейчас мне нужно осмотреть их. Обработать возможные раны. Возвращайся через 3 караса. Ладно. Ну, все? Пока? Все? Да, пока-пока, красавица.
Стоп, а она лечит от заражения или что она делает, я не понимаю. Ну нет, от заражения она не лечит, но она обрабатывает раны. То есть вот обычные физические, где кровь. Так, окей. У меня, значит, есть фиал жизненной силы, есть крутая атака, которая, кстати, прям неплохо мне помогла. Мы нашли эльфийку, которая странно разговаривает, и мы, наверное, можем вернуться. Мы можем вообще об этом кому-то рассказать. Так, ну-ка, ну-ка. Сонное измерение, пожалуйста. Да, измерение сновидений можно, переместиться. Так, так, так. И что же я здесь пропустил? Юродивый номер 2. Да, и тебе привет. Что, вернулся? Лучше бы не возвращался. Да ладно тебе, птичка. Чем я успел тебе насолить? Своим существованием. Да, чего-чего? Поподробнее. Ты шумный, а я отдыхаю, не мешай. Понятно. И почему бы тебе не отдыхать в своем доме? Я сам разберусь, где мне отдыхать. Проваливай, юродивый. Бедный Невер, господи. Ну-ка. Так, ну, по крайней мере, торговля доступна. Эй, Лолошка, ты где? Там я его не вижу. Может быть, он где-то у Альфреда? Типа, мы как минимум можем, если что, успокоить Альфреда при помощи порошка. Если вдруг он станет психом. О, привет, Беренгарий. О, пришел друга навестить. Это дело хорошее. Нет, мы с ним не друзья. Нет? Ну ты же столько с ним возишься. Что? Возиться с кем-то? Не-не-не, спасибо. Ты меня с Лолошкой путаешь. Ой, ну и ну. А ты разве не Лолошка? Нет, я... Кстати, как Альфред? Ну то извините, он же не твой друг. Какая тебе разница? Назовем это научный интерес. Ну, фу-фу, ничего не изменилось. Заражение очень медленно, но все-таки идет. Я думаю, ему бы точно помог мой грибной... Да нет, даже не думай об этом. Твои отвары сведут на нет все результаты моих наблюдений. У меня тут вообще-то научный эксперимент. Ну ладно. Тогда сам выпью. Такс. Все-таки заражение продолжается. Заражение очень медленно, но идет. Ай-яй-яй-яй, блин, я правда, у меня была прям толика надежды на то, что у нас все-таки полностью остановилось заражение. А сейчас мы... Лолошка. Здорово, где был? О, кого я вижу? Как твои успехи? Привет, Джон. А твои? Эй, ну что ты, я же первый спросил. Расшумелись. Невер, прости. Слушай, то есть ты мне не рассказываешь, а я, значит, должен, да? Нет, я не буду рассказывать, не хочу. Может быть, потом. Фига. GDH отшили. Ну подожди, Лолошка, что ты делал? Это я тобой управляю, не ты! Ну то есть, как бы я понимаю, что сейчас это не так, но скажи, черт возьми! Я не могу узнать, что делает мой персонаж, это просто трэш. С кем О, не-не-не, с Марком говорить я точно не хочу. Опять будет нудеть о том, какой я плохой и не верю в церковную чушь. Нет, нет, нет. На это сейчас у меня нет настроения. Самое время вернуться к себе и отдохнуть. А, да? То есть я не могу поговорить с Багряником? Да, только поторговать, окей. А что насчет Гимлина? Гимлин? Здравствуйте. О, Гимлина нет. Фига, а где он? А, погоди, а может быть как раз он у меня? Эй, кто пробрался в мой замок и топчется? Раз уж GDH сказал, что надо отдохнуть, это еще что такое? Кажется, я узнаю эту подошву. Только не говорите, что он специально. Это речь про меня, да. Я в предыдущей серии буквально потоптался здесь. Да, было такое, было. Немножко специально. Но в любом случае, мою комнату, то есть комнату GDH надо еще найти. Так, это явно не то место. Давай. Ай! Аккуратненько. Понять бы, где находится комната GDH. А, во. Так, да-да-да, кровати, все такое прям оранжевое. Под стиль GDH, прикольно, прикольно. В комодах у него ничего нет. Ну, что ж, видимо, придется просто греться. Последняя выжившая эльфийка, это, конечно, прикольно, но еще круче, это то, как она управляла этими зараженными монстрами. То есть, вот эта пыль, откуда она? Это что-то эльфийское или все-таки это... везде продающиеся? Типа, может быть, на черном рынке можно будет купить. Просто я хочу приручить огромного монстра. Это звучит офигенно. Зачем церковь собирает артефакты, нам еще предстоит выяснить. Но оказывается, не просто так. Это мы уже поняли по этой серии. Вот как Джон, оказывается, узнает ответы. У него тоже не вездесущие глаза.
Он точно так же, как и Лолошка, ходит, бродит, болтает и очень много язвит. Это не отнять. В любом случае, на этом я буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Я прекрасно понимаю то, что чем позже я говорю эту фразу про подписаться, тем больше людей пропускает эту фразу. Но сейчас я прям надеюсь, то, что люди, которые не подписаны и каждый раз думают, что эта фраза не для них, все-таки подумают, что эта фраза адресована и мне тоже. И после того, как это все-таки поймется, вы подпишитесь. Я уже не знаю, какие намеки давать. В условиях замедленного ютуба, на самом деле, только об этом и можно говорить. На ваших подписках и на ваших лайках держатся алгоритмы нынешние. Поломанные алгоритмы. Правда, надеюсь, что вы не пропустите это мимо ушей. Но если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и GDH. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока.